Вы садитесь за стол, но за 10-15 минут до того, как вы это сделаете, и как вы начнете вкушать вот это все изобилие, радоваться глазами, радоваться руками, радоваться ушами. Кстати сказать, это очень важный момент. Почему? Потому что, слыша, как яростно и вкусно кушают ваши соседи, у вас тоже повышается количество ферментов в слюночке вашей, которое поможет вам, так сказать, покушать плотоядно, да. Так вот, для того, чтобы ваша плотоядность потом не перешла в систему, которая называется пасхальными запорами, вы обязательно, а может быть не обязательно, сделаете упражнение, которое называется стяжечка. То есть мы уже вам рассказывали о том, что в каждом доме должна быть вот такая палочка, вот с такими ограничениями. И что мы с вами делаем? Мы с вами стяжаем здоровье желудку. Зачем нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы наша 12-перстная кишка включилась как следует, для того, чтобы соляная кислота выделилась в необходимом количестве, для того, чтобы наши сечужные ферменты заработали как надо, и какой-то избыток пищи переработали и начали его эмульгировать, для того, чтобы потом кишечник не было проблем. Я, так сказать, академизм в этой части научной заканчиваю. И упражнения. Значит, упражнения, которые вот таким образом делаете вы. Зачем нам нужна палка с ограничениями? Чтобы вам было удобно. Выводите на 10-15 сантиметров от своего солнечного сплетения. Вот примерно такое расстояние. Видите? И что мы с вами делаем? Мы с вами глубоко вдыхаем. Резко, активно выдыхаем. И руки направляем навстречу друг другу. Вот таким вот образом стяжаем. 5 секунд. Перестали стяжать. Восстанавливаем дыхание. Что нам дает это упражнение, дорогие друзья? Вот как вы сделаете это упражнение, обязательно почувствуйте, что у вас улучшилось качество объема движения грудной клетки. У вас включились зубчатые мышцы. У вас включились мышцы, которые двигают ваши шеи, которые обеспечивают мобильность поворотов. В силу законов жанра у вас улучшается желчеотделение. А улучшилось желчеотделение, вы сразу помогаете печени включиться уже в систему детоксикации. Включиться, вы еще кушаете, вы еще ничего практически в этом смысле не сделали, а ваша печеночка, ваша печень, извините, но в этом смысле начинает вам уже помогать. И для того, чтобы вы помогли своей, извините за тавтологию, уставшей за зиму селезенке и поджелудочной железе, это упражнение усиливает качество панкреатического сока. А качество селезенки будет улучшать качество белой крови. То есть вы покушали, выпили, закусили, а ваш иммунитет остался в силе. А ваша адаптация осталась в силе. А проблем у вас в этой части с пищеварением практически не будет. А для того, чтобы усилить качество палочки, вот это замечательно, конечно, мы с вами должны обратиться к нашей знаменитой точке доктор Желчь. Вот в этом месте она находится, у каждого у вас индивидуально, подчеркиваю. Проводите строго вертикальную линию между вторым и третьим пальцем до пересечения с костным бордюром. Вот у вас косточка идет, основание большого пальца. Вот он, костный бордюрчик. Вот провели, уткнулись в это место. И что вы делаете? После палки в течение 90 секунд массируете, если вы левша, эту точечку у себя по часовой стрелке по отношению к ладошке. А если вы правша, массируете у себя эту точку 90 секунд по отношению к телу по часовой стрелке, а потом меняйтесь местами. То есть правши переходят на левую точку, а левши переходят на правую точку. И это всего лишь за 15-20 минут до того, как вы сядете за стол. Но это, конечно, уважаемые друзья, дорогие коллеги, не говорит вам о том, что вы должны кушать и вкушать безоглядно. Помните, пожалуйста, о том, что со времен Древнего Рима существует гастрономический канон «Вкус меры». Вам врачи говорят, что желудок к ногам не относится? Неправда, относится. И мы вам об этом расскажем и докажем, что состояние вашего желудка, состояние желудочно-кишечного тракта имеет прямейшее отношение к вашим ногам. Спрашиваете? Отвечаем.
А вы спрашиваете, а какое отношение, уважаемые профессора, ферменты имеют к судорогам и к болям в ногах? Отвечаем, уважаемые коллеги, самое прямое. Вспомните, пожалуйста, знаменитый русский фразеологизм. Что полопаешь, так и потопаешь. Или что-то такое рядом. Но наш мудрый, великий народ отметил, что качество пищеварения влияет на состояние мышечного тонуса, влияет на состояние связочного аппарата, влияет на состояние наших суставов. И в первую очередь это то, что мы с вами прямоходящие, к счастью, пока еще, нас еще не научили быть ползащими, и мы прямоходящие. И поэтому большая часть наших проблем с конечностями, это, конечно, состояние болей, недомогания, судороги в нижних конечностях. Синдром беспокойства ног. Это тоже относится к этой же категории. И поэтому ферменты, восстановление ферментных институтов, последовательность ферментов в системе желудочно-кишечного института, так называемых гастрономических легенд, имеет прямое отношение. И одно из замечательных, на наш взгляд, с Татьяной Владимировной Картавенко, упражнений, которое очень хорошо стабилизирует в целом состояние ферментов, потому что надо подразумевать, что в зависимости от того, где, в какой части, каких органов находятся те или иные ферменты, есть общие правила, которые касаются оптимизации этих моментов. С чем это связано, общее правило? Это правило связано с состоянием нашего с вами позвоночника, состояние нашего с вами связочного аппарата, состояние наших сегментов. И поэтому сегодня я вам покажу упражнение с таким залихватским названием «Перчатка палача». Стабилизирует общее состояние грудной клетки, стабилизирует знаменитые, но тем не менее пресловутые зубчатые мышцы, которые рефлекторно отражаются на состоянии лестничных мышц на шее, а состояние нашей шеи отражается на состоянии нашего дыхания, а состояние нашего дыхания отражается на том, как у нас идет система, включается система обмена веществ. Просто, очень просто. И упражнение достаточно простое. Что мы для этого должны с вами сделать? Если вы левша, как я, вы захватываете вот таким вот образом свой большой палец, выводите его на уровень солнечного сплетения, можно сказать, почти прикасаетесь к своему солнечному сплетению, глубоко вдыхаете, резко выдыхаете, имитируете, обращаю ваше внимание, потому что есть там умельцы на той стороне, имитируете отрыв большого пальца от ладони. А если вы правша, делайте это справа в течение 5 секунд. Итак, поехали. Глубоко вдохнули, резко выдохнули. Замечательно. Видите, что произошло? А произошло следующее. Включились зубчатые мышцы, включилась диафрагма, включилась поджелудочная железа, включилась ампула, через которую проходит из желчи панкреатический сок, улучшилось кровоснабжение луковицы 12-перстной кишки и 12-перстной кишки, желудок вошел в систему модальности, именно модальности с точки зрения выработки сычужных ферментов, и улучшился общий обмен веществ. Мы подтянули недостаточность ферментов в общий оркестр. И у нас получилась музыка, у нас получилась гастрономическая симфония. Вы слышите, как запели сычужные ферменты? Вы слышите, как запели ферменты поджелудочной железы? Послушайте, как басово отдают ферменты в печени. И все это в целом дает картину замечательного переваривания веществ. Следующее воздействие – это воздействие на точку Хэгу справа. Напоминаю еще раз, как ее найти. Вот таким вот образом мы подводим большой палец к указательному пальцу. Вот обнаруживаем этот бугорок, отпускаем большой палец, и палец ваш утопает в глубине этой точки. Воздействуем на нее в течение 1,5-2 минут.
ХГУ справа. Потом мы с вами переходим на точку Бинао, которая располагается у нас на левом плече. Как ее найти? Найти ее очень легко. От локтя до плеча по внутренней поверхности разделите свое плечо на 3 части. Верхняя треть этого расстояния укажет вам на точку Бинао. Воздействуем на нее ровно так же в течение 1,5-2 минут по часовой стрелке по отношению к телу. Получится пригласить на вебинар, где вы вместе с нами прямо в эфире сможете выполнить целые комплексы простых рефлекторных воздействий, которые не связаны ни с приемом никаких семян, продуктов, перца, чего-то уксуса, чего-то такого, что могло бы раздражать слизистую желудка и пищевода. Без подготовки. Да, прямо вместе с нами в эфире оказать себе помощь, наконец-то разобраться, как она работает, рефлекторная помощь, и понять, какой может быть путь выхода в вашей ситуации. Прекрасное, чудесное наведение порядка всего лишь за 5-7 минут в день. Разобраться один раз с этим и жить прекрасно без оглядки на отрыжку, газообразование, изжогу, тяжесть в желудке после еды, тяжелые мрачные мысли, которые сопутствуют переживанию всех этих состояний, тяжелой голове на следующее утро и так далее. Поэтому обязательно регистрируйтесь и приходите на наш вебинар, который будет посвящен приемам скорой помощи при различных проблемах с желудком. Что нужно делать? Как нужно делать? У нас прям с вами будет в одном, другом и в третьем состоянии. Вот очень быстро приводить в целом свой желудочно-кишечный тракт в норму. И вы поймете, уважаемые коллеги, вы поймете, уважаемые друзья, что оказание скорой медицинской помощи и применение приемов скорой медицинской помощи – это не панацея, а это лишь только начало пути входа в системное преобразование вашего здоровья. Начало результативное, продуктивное, которое максимально далеко отодвигает от вас угрозы скачков давления, развития инфаркта, инсульта, тахикардии, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, развитие нарушений поджелудочной железы, связанные с развитием панкреатита, сахарного диабета. Словом, вот эти все угрозы вы можете взять и просто от себя отодвинуть простым рефлекторным способом. Обязательно приходите, ссылка регистрации находится в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Будем с вами все выполнять вместе, обсуждать ваши результаты и знакомиться с новой системой скорой помощи.